Всем привет, ребята! Сегодня очередной прекрасный день. Сегодня мы находимся в районе Тигры. Приехали мы сюда не просто так. Сейчас покажу здесь самую главную, на мой взгляд, достопримечательность. Это вот такие капибарочки. Памятник капибарам. Такие они уже потертые здесь. Трут им носики. Вот такие лапушки. Уже соскучились по настоящим капибарам, но пока у нас только такие. Очень приятно, что им стоит памятник здесь. Мама с малышами. И я. Вот карта района Тигры. Здесь все подписано для слепых шрифтом Брайля. Все можно потрогать. Все достопримечательности выдающиеся. Что-то интересное. Вот так. И также есть стенд, и здесь полностью написаны все интересные места. Ну, не только интересные, все важные места. В некоторые из них мы сегодня отправимся. Например, вот этот вот Музео де Арте Тигры мы точно должны сегодня посетить. Мы около воды, припаркована лодка. Там же, где паркуются автомобили. И вот какое-то интересное, красивое здание. Ну, интересно выглядит, но не очень понятно, что это. Ну, жилой дом, да. Судная лавка нам встретилась по дороге. Вообще, конечно, отличается здесь прям сразу. Есть разница между Буэнос-Айресом и пригородом. Дорожные знаки по-другому выглядят. Ездят машины тоже немного по-другому. Не так осторожно, как в Буэнос-Айресе. Хотя кто-то считает, что в Буэнос-Айресе плохо ездят. А мне кажется, нормально. Зашли пообедать в кафешку, уже подошло время обеда. Очень интересные заведения, мы здесь уже бывали. Год назад примерно мы здесь были, пришли сюда снова. Все здесь хорошо, только очень долго ждать еду. Очень атмосферное, такое уютное местечко. Книга здесь интересная. Еду. У нас здесь такой освежающий лимонад, очень вкусный. И у меня кисадилья с грибами, с разной закусочки и соусы. И у Азиза сэндвич очень большой. Попробуем все съесть. То внутри здесь должно быть 3 вида грибов. 3 вида грибов, лук и сыр. Пахнет вкусно, выглядит тоже вкусно. Заведение называется Цукини. Вот так. Получилось у нас на двоих $13. Это 2 блюда и литр лимонада. Было вкусно. Находится очень близко к станции, куда приезжает электричка. Теперь мы отправляемся в сторону музея, и наша дорога лежит, наш путь вдоль такой живописной набережной. Напряженный трафик на этой реке. Все лодки туда-сюда ходят. Как про лодки правильно ходят. Интересное зрелище. Как-то они здесь все расходятся, не сталкиваются. Но вода, сами видели, какая. Не самая чистая, конечно. Уже есть указатель, куда идти. Ну вот отправляемся сюда. Музео де Арте Тигры. Нам нужно идти прямо. Вроде даже Wi-Fi есть бесплатный от района. Но мы не пробовали. Но нам пока и не надо. Ну, на всякий случай. Может, кому-то понадобится. Байдарки, каяки. Вот так на рельсах выезжают. Вот здесь клуб. Название клуба. Это очень интересное место тем, что здесь дальше по реке находятся различные поселки. И
там нет дорог, их дорога это вот эта вот река. И поэтому здесь очень многие на лодках, есть свои лодки, есть лодочное такси, есть лодки, которые работают как автобусы. То есть очень интересно это место. Наверное, может быть, летом у нас здесь получится снять какой-то домик и пожить таким же образом, когда главная дорога это река. Такую контору, которая возит туры лодочные и такси, называется Карпинчо Ислено. Вот Инстаграм. И получается, вот так примерно выглядят лодочные туры. Реклама Карпинчо была просто капибары для завлекания туриста, блуждающего. Сказали, что капибары, если хочешь увидеть капибару, то, скорее всего, они там ночью выходят. И они такие стеснительные, что их сложно увидеть. То есть это не прям 100%, что тебе покажут диких капибар. Мусео де Арте Тигре. Мы дошли до своей цели. Очень красивое, величественное здание, красивый музей. Сейчас пойдем внутрь, будем смотреть. Я думаю, там не менее красиво, чем снаружи. Музей для взрослых платный, для детей до 12 лет бесплатный. 650 песо, это примерно $1, чуть-чуть ниже. Покупаем. Внутрь музея, здесь картины пока. Вообще здесь много залов, нам сказали. И вообще как чувствуется, что это здание старое, что пол, он всегда какой-то неровный. Ты по нему ходишь и чувствуешь эти неровности. Здесь он такой, здесь такой. То есть здание прям древнее. И есть фотографии истории Тигры этого района. И я так смотрю, что сейчас река посвободнее выглядит. Вообще не пробиться. И вот этот автобус 60-й, мне кажется, он до сих пор ходит. Он, конечно, выглядит иначе, но я знаю, что номер 60 куда-то в этот район едет. Вы, конечно, вообще колоссальные. Прям идешь с этими высокими потолками, люстрами, и прям сразу спина автоматически выпрямляется. И также есть выход на террасу. Конечно, красота потрясающая просто. Очень величественное строение. Так можно представить, как после какого-то бала шумного уходишь сюда на террасу. Посмотреть на реку, на птиц, подышать воздухом. Очень классно. Вот и река. Лестница тоже королевская. На всю стену. Боюсь смотреть куда-то еще, кроме как под ноги. Мрамор вокруг. Если упадешь, то все. До свидания. На нижнем этаже вот эта конструкция, вот это здание заканчивается прямо в воде. Вот так это выглядит. Как будто немного на Венецию похоже. Я в Венеции не была, но хотела бы очень побывать. Мне кажется, там примерно так. Какая волна пошла от лодки. После такого насыщенного культурного времяпрепровождения отдыхаем немного на скамейке с таким прекрасным видом на старые дома местные. Все, сейчас пойдем дальше, уже хотим зайти в еще один музей. Надеюсь, успеем. Следующий музей, называется он Мусео Навал, музей морского флота, я так поняла. И здесь сразу начинаются всякие интересные экспонаты. Вход сюда стоил всего 250 песо с человека. Вот такой, например, здесь есть стул, очень крутой, с корабля.
римский корабль. Столько весел вообще, жесть, конечно. Сколько там человек-то должно было грести. Чем дальше идешь, тем корабли становятся все больше и современнее по этому ряду. А здесь уже даже пароходы. Здесь судно Памир. В этом музее есть колокол 1957 года, который, кажется, можно попробовать. Такое чувство, как будто шалость какую-то сделал. Это очень большое количество разных моделей кораблей. Все ходим, разглядываем. Очень интересный музей. Здесь есть пианино. Сейчас посмотрим. Я думаю, это тоже с какого-то корабля. Ла Аргентина. Возможно, вот с этого. Это тоже с корабля. Меня заинтересовала вот эта книга «Метеорология». Я по профессии метеоролог. Вот училась. Есть некоторые предметы мебели с кораблей. Вот они вообще так выполнены, столько деталей. Вот, например, лев, какая там резьба. Просто вообще. И вот соседний. Похоже на след от снаряда. Надпись к вот этой части, но мне кажется, что это китовий позвоночник, не меньше. И если это он, то он просто невероятно огромный. Вообще потрясающе. А здесь всякие штуки для экспедиций в Антарктику. Какой-то зародыш там в банке. Я сегодня про Венецию думаю, вот как раз гондола. Красота вообще такая. То есть такие раньше гондолы по вот этой реке Тигры тоже курсировали. Очень красивые. Классный такой музей. Здесь вот двигатель какой-то в полный рост. Здесь гондола настоящая, как по Венеции гоняет. То есть раньше они по Тигры здесь тоже курсировали, как я поняла. И здесь есть корабль в полный рост, в который можно подняться вот так. И вот, пожалуйста. Круто. Такие музеи мне нравятся. Аро Хираторио. Это вот такая штука, я так понимаю, которая сигналы подает. Только, я думаю, все, хватит снимать. Уже все сняла, и все равно хочется все больше снимать, показывать. Короче, очень классное место. Есть еще часть музея на улице. Здесь как раз с тротуара, когда мы проходили, увидели вот эти вот самолеты и заинтересовались, решили зайти сюда. Здесь самолеты. Тоже очень интересные, старинные. И вот там, на одном самолете, почему-то сидит голубь. Вон он. Видимо, куда-то собрался лететь. У голубя там гнездо в самолете. Он туда запрыгивает внутрь и живет там. Вот так. Хорошо быть голубем. Целый самолет. Замечательный сегодня выдался день. Прекрасная прогулка. И с таким видом я с вами прощаюсь. С вас обязательно лайк. И напишите, пожалуйста, комментарий. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.